Привет-привет, друзья! Сегодня в видео я хочу поотвечать на ваши вопросы. В комментариях под моими видео тоже накопилось немало интересных вопросов, на которые я все еще не ответила, и я решила на все интересные вопросы ответить в одном видео. Я постараюсь отвечать коротко, но максимально полезно и по делу. Поехали сразу к первому вопросу. Порекомендуйте, пожалуйста, какие-нибудь учебники про культуру России специально для иностранных студентов. Отличный вопрос. Знаете, что я решила вам порекомендовать? Книжку, о которой мне рассказал мой подписчик, который очень давно интересуется русскими людьми, русским менталитетом, русской культурой. Человек, который влюблен в русскую культуру, во все это. Именно он познакомил меня вот с этой книжкой. Это книга о фильмах, которые смотрел практически каждый русский. Когда мы говорим про культуру, конечно, первый совет, который хочется дать: смотрите фильмы на русском языке, да? Смотрите русские фильмы. Но тут проблема в том, что когда ты смотришь фильм из другой культуры, не всегда понятно, что там происходит, да? Не всегда понятен юмор, не всегда понятны образы, не всегда понятны реалии. Недостаточно просто смотреть, нужно еще видеть нужные вещи. И вот эта книжка, я думаю, может вам помочь в этом. Я буду чередовать, да, полезные вопросы и более личные такие вопросы. Здравствуйте, расскажите свой путь, как вы стали преподавателем русского. Мне это очень трудно, но я постараюсь коротко рассказать. В университете я училась на филолога, и после бакалавриата пришло время выбирать магистратуру, куда я пойду учиться дальше. Я выбирала между несколькими разными вариантами, но в итоге выбрала, короче говоря, программу «Русский язык как иностранный». Прошла собеседование, очень хорошо, гладко, легко поступила туда. Плюс именно в это время, по-моему, я попробовала преподавать русский язык иностранцу. Моя знакомая попросила меня учить русскому языку ее друга. И на тот момент мне казалось, да, что это так легко, чего я там могу не знать, я же носитель русского. Конечно, Господи, давай. Я начала преподавать русский язык иностранцу и поняла, что я вообще не знаю, как это делать. Это очень сложно. Это вообще другая перспектива. Ты смотришь на язык совсем другими глазами. И какие-то вещи даже не знаешь, как объяснить. Я пошла туда, все еще не ясно, не четко представляя себе свое будущее, но очень быстро я начала преподавать, очень быстро я начала практиковать то, что я изучаю. Как только у меня появилась возможность выйти к студентам, выйти в живую аудиторию и начать преподавать русский язык, я воспользовалась этой возможностью, хотя я чувствовала, что мне еще не хватает знаний. Но я все-таки вышла, и это была любовь с первого взгляда. Я об этом более подробно рассказывала в одном из эпизодов подкаста Russian Breakfast. У меня есть такой формат, я его запустила летом. Формат более личного, более открытого общения с моими подписчиками на Патреоне и Бусти. С самого начала, сразу это меня эмоционально зацепило. Практически сразу я поняла, что я почувствовала, что у меня есть какой-то, природный талант, что ли, к этому. Действительно уж, без лишней скромности скажу, что это так. И я начала активно добирать знания, которых мне не хватает, применять их на практике, совершенствоваться, работать над собой. И я преподавала в Высшей школе экономики, это университет в Москве, где я получила высшее образование.
Я там преподавала русский язык иностранцам, а потом меня пригласили на работу в Венгрию, в Сегедский университет. Я переехала в Сегед, и сейчас я преподаю в университете Сегеда. Не знаю, что конкретно вам может быть интересно на этом пути. Какие-то конкретные вопросы можете задавать, и таким образом я пойму, что именно вас интересует, что именно вас цепляет. Так, погнали! Следующий вопрос. Этот комментарий я получила под видео, где мы с вами разбирали отрывок из русского сериала. Мысль такая, что в кино вообще-то, когда мы смотрим фильмы, слушаем фильмы, мы слышим не живую русскую речь, мы слышим то, что выучили актеры. Современные актеры, по мнению автора комментария, стараются говорить как бы более естественно, и из-за этого редуцируют свою речь гораздо больше, чем это происходит в реальной русской речи. Во-первых, спасибо за комментарий, спасибо за ваш комплимент. Я очень рада, что вам нравятся эти видео мои, этот формат видео. Я согласна с вами, что иногда актеры заучивают скрипты, заучивают сценарии, и можно услышать, что они просто говорят заученную речь. Я согласна. Но тут, смотрите, думаю, что это зависит от театральной школы. То есть актер может играть по-разному. Это может быть более театрально, и в этом случае действительно слышно, что есть какой-то сценарий, есть скрипт, и актер выучил слова. Но есть и другая школа, я думаю, да, где играют более натурально, естественно, и совершенно непонятно, что актер выучил слова, мы просто верим ему, и все. Это зависит, я думаю, от школы, от качества сериала, от качества актерской игры и так далее. Я бы не сказала, что в современных сериалах актеры сильнее как-то редуцируют, чем люди в реальной жизни. Вот тут я не согласна. Я не думаю. Может быть, вы посмотрели такой сериал, и там вот так актер редуцировал сильно все. Играют роль еще особенности артикуляции человека. Люди говорят по-разному, люди артикулируют по-разному. В своих видеоразборах, видеоуроках, которые я строю вокруг диалогов, я стараюсь разбирать не только сериалы, но и шоу на русском языке. Там нету прописанного текста, и все участники шоу говорят спонтанно. На Патреоне и Бусти у меня есть видеоразбор интервью. Там нету никакого скрипта, там абсолютно неподготовленная речь. И разбор шоу, юмористического шоу. Мы разбираем такое тоже. Такую хаотичную, неподготовленную, спонтанную русскую речь. Вот. И, конечно, в моем Russian Shadowing Chat я тоже даю отрывки разные. В том числе совершенно естественные, неподготовленные, вот то, что вы реально можете услышать от носителей. В каком-то видео я рекомендовала общаться с носителями русского языка, да, заводить друзей, русских друзей, потому что это одна из самых сильных мотиваций, чтобы изучать вообще иностранный язык. И под видео я увидела такой комментарий: с момента начала войны у меня больше нет русскоговорящих знакомых. Ну, друзья, тут разная мотивация может быть за этим комментарием. Я одно могу сказать, что найти русскоговорящих знакомых, даже подружиться можно всегда в любых условиях. Например, что далеко ходить? Идите в комментарии под моими видео, особенно последними. Там русскоговорящих людей вот столько. По комментарию сразу видна степень адекватности человека, чувство юмора, интеллектуальные способности. Там все видно сразу. Вот выбирайте
себе партнера по общению. Мне кажется, что многие из них были бы не против даже пообщаться, там, познакомиться с иностранцами, которые изучают русский язык. Вообще, часто русские люди открыты к этому, и они с любопытством и интересом к этому относятся. Не нужно этого бояться. Do you have a recommendation for some kind of audio drills for pronunciation? И я вам вот что скажу. В 2025 году, ждите, кое-что готовлю. Кое-что готовлю в этом стиле. Где ты сейчас живешь и твое самое любимое место? Я сейчас живу в Сегеде, и про этот город я снимала видео. Посмотрите его. Классное видео, по-моему. Там видно красоту этого города. Ну, насчет самого любимого места... Ой, смотря для чего, смотря с какой стороны посмотреть. Например, мой родной город. Да, вот. Я к нему тоже испытываю любовь. Просто другую. Следующий вопрос тоже. Вот ты в Москве? Нет, я не в Москве. Была в Москве летом я. И у тебя есть какой-то разговорный клуб? У меня есть группа, но мы с ними тренируем произношение. Мы встречаемся 1 раз в месяц и тренируемся, практикуем произношение. Разговорного клуба у меня нет. Потому что, несмотря на то, что я люблю работать в группах, и в принципе я люблю поговорить с людьми, мне интересно общаться с людьми, в данный момент формат разговорного клуба — это не совсем то, что мне интересно. Мне сейчас интересна именно сфера произношения, и там вот я делаю кое-что, творю. Но, вы знаете, если будет много таких вопросов, да, достаточное количество таких вопросов, то, наверное, я однажды сделаю такой разговорный клуб. Где начинать? Какие книги использовать? И дальше. Я русская, но никогда не изучала русский язык. Скоро у меня будут дети, и я хочу их научить русскому языку. Смотрите, по вашему сообщению я не совсем поняла, вы носитель русского языка или нет. То есть вы носитель русского языка, но вы никогда серьезно не изучали русский язык, или вы русская по происхождению, но вы вообще не говорите на русском языке. И ваш муж тоже не говорит на русском языке. Это важно, потому что если вы говорите по-русски, если вы носитель русского языка, то ваш ребенок будет билингвом. И в этом случае мой канал вам сильно не поможет. Я занималась раньше с билингвами, но сейчас, повторюсь, это уже не сфера моих интересов. Для билингвов есть свои материалы по изучению языка. Обычно у детей билингвов нету никаких проблем с произношением. Они прекрасно понимают русскую речь на слух, и акцента у них почти или совсем нет. Проблемы у них другие. Билингвы очень тяжело читают, неграмотно пишут и вообще не разбираются в грамматике. Вам, как маме билингва, я предлагаю поискать материалы именно для билингвов. Во-первых, в Телеграме очень много каналов именно для билингвов. Сейчас очень много стало преподавателей для деток билингвов, потому что многие мигрируют, да, многие сейчас живут за границей, воспитывают там своих детей, но хотят, чтобы русский язык сохранился в семье. Поэтому сейчас преподавателей билингвов, много стало. Советую вам заглянуть на сайт Института Пушкина. У них там есть раздел «Русский язык для наших детей». Там очень много материалов, тестов, игр для детей-билингвов. По возрастам даже. Если мы говорим о книжке, то первое, что мне приходит в голову, это «По-русски обо всем». Главное — научить ребенка читать и дальше читать с ним. Читать, говорить, обязательно говорить на языке.
смотреть мультики, смотреть фильмы, читать комиксы, если он не читает книги, например, не любит читать. Другой момент, если вы сами тоже вообще не говорите на русском языке. Какие-то базовые книги, когда вы начинаете, можно взять учебник «Поехали», можно взять учебник «Дорога в Россию». Материалов для начинающих очень много. Поехали к следующему вопросу. Следующий вопрос опять личного такого характера. На каком языке вы разговариваете с мужем дома? На русском, английском или на венгерском? Мы с мужем говорим на смеси языков. Процентов 60-70 это русский язык. Я продолжаю повторять, я заставляю всех вокруг себя говорить на русском языке. Людям очень трудно заставить меня говорить на других языках. И вокруг меня люди начинают говорить по-русски, даже если они этого не хотят. Вот такой я влиятельный человек. 60-70% это все-таки русский язык, где-то, не знаю, процентов 15-20, наверное, английский язык. Вот то, что осталось, это там венгерский язык, плюс, конечно, невербальная коммуникация. Муж говорит по-русски хорошо. Вопрос от этого же автора. Слушайте, интересный вопрос, и это прекрасная тема для моего следующего Russian Breakfast подкаста. Как я уже сказала, для таких более личных вопросов у меня есть другой формат, он закрытый, я туда не хочу пускать абсолютно всех. Это формат для тех людей, которые меня поддерживают, для моих спонсоров. Russian Breakfast Podcast. У меня на Патреоне и Бусти. То есть там раз в месяц выходит какое-то дополнительное видео, либо урок, где мы разбираем живой диалог, либо Russian Breakfast Podcast, где мы болтаем, обсуждаем такие темы, личные, иногда глупые, темы, которые я, не считаю нужным выносить в открытый доступ. Если хотите, если вам интересно, присоединяйтесь, пожалуйста. Милости прошу. Дальше, полезный вопрос. Почему так часто говорят «чего», а не «что»? Начал осознать, чего хочу. И почему не «что хочу». Так, во-первых, начал осознавать, а не осознать. Потому что, смотрите, если мы начинаем что-то делать, если есть точка начала, значит, это какой-то процесс. Значит, нам нужен несовершенный вид. Начал осознавать, чего хочу. Что хочу, чего хочу. Что, чего относится к глаголу «хочу». Глагол «хотеть» — это глагол «желание». Это такой глагол, который, в принципе, может иметь рядом с собой и винительный падеж, и родительный падеж. А какая разница между винительным и родительным падежом в этом случае? Какой дополнительный смысл нам дают аккузатив и генетив? Аккузатив обычно дает нам смысл конкретности. В английском языке есть определенный артикль, да? I want this, the something. Есть определенный артикль, да? В русском языке артиклей нет, но есть другие способы выразить эти смыслы. Хочу это платье, я хочу эту сумку. Генетив в данном случае относится к чему-то более абстрактному. Вы не можете показать на это пальцем. Например, хочу любви. В контексте осознавать, чего я хочу, мы тоже говорим про какое-то абстрактное что-то. Скорее всего, здесь какой-то разговор про смысл жизни, про цель в жизни. Начал осознавать, чего хочу. По-английски это I started to realize what I want. What I want, да? Начал осознавать, что хочу. Тут словечко «что»
может относиться к глаголу «хочу», да, и может переводиться как what I want. Но еще словечко «что» выглядит как союз, союз that. I started to realize that I want what. Когда носитель языка делает выбор между какими-то формами, иногда решение он принимает именно вот из-за такой мелочи, например. В таком случае смотрим всегда, начинаем с глагола, потом смотрим на разницу падежей, что нам дает каждый падеж, какой дополнительный смысл привносит. Обязательно смотрим на контекст и на конкретную конструкцию, потому что в конкретной конструкции тоже могут быть ответы. Но вообще изначально вопрос был, почему, чего так часто говорят, да? И это вопрос более общий. Это вопрос, который выходит за рамки приведенного примера. Ну, например, можно услышать «чего?» да, вместо «что?», «что ты сказал?» Я не понял. Да? Именно «чего?». В данном случае слово «чего» более разговорное и просторечное. Более просторечное, иногда даже грубоватое. Какие у вас интересы? Опять переходим к личному вопросу, такому более. Какие у вас интересы? Ну, смотрите, из тех интересов, которые я демонстрирую, которые я показываю, которыми я делюсь в социальных сетях, первый мой большущий, глобальнейший интерес — это моя работа, сфера моей деятельности, потому что она очень большая, и внутри моей работы есть такие подтемы, подинтересы. Ну, например, мне интересны люди. Мне очень интересно общаться с людьми, мне интересно, как люди думают, почему люди поступают так, как они поступают, как они говорят, как они мыслят. Ну, соответственно, можно сказать, что мне интересна человеческая психология. Мне интересны языки. Мне интересна сфера преподавания, подачи материала. Мне интересна сфера блогерства сейчас, сфера социальных сетей, как это все работает, так как это тоже теперь входит в мою рабочую деятельность. Мне интересны танцы, если это можно назвать интересами. Да? Это я тоже у себя демонстрирую в блоге часто. Но, конечно, иногда появляются какие-то новые вспышки, интересы на короткое время, недолгое время. И я, например, на эту тему читаю книжки, смотрю видео, слушаю подкасты. Вот. Например, в последнее время заслушалась я подкастом про историю. Мне что-то вот интересно стало эта тема. На каком языке я даю уроки? И сколько стоит мой урок? Отвечаю на вопрос, на каком языке я даю уроки. Стараюсь на русском с самого начала, но, конечно, я пользуюсь английским, если это нужно. Если это упрощает, если это ускоряет процесс, то я пользуюсь английским языком. Но чтобы учиться у меня, английский язык не нужен. Нужен язык жестов, и все. В данный момент, и уже очень давно на самом деле, я не беру новых индивидуальных студентов. Поэтому я очень рекомендую использовать те материалы, которые я вам даю. Да? Материалы в открытом доступе, очень много бесплатной, полезнейшей информации вообще. И материалы, которые я публикую на Патреоне, на Бусти. Да? Очень рекомендую вам. Посмотрите, найдете для себя что-то полезное, я уверена. И, кстати, скоро будет так называемая «Черная пятница». Вообще для меня долгие годы это был пустой звук. Я на Черную пятницу ничего особенного не делала. Но в этом году я решила тоже замутить Черную пятницу у себя на канале. Сейчас я вам расскажу, что там есть и что будет со скидкой на Черную пятницу 29 ноября. Вот. Скидку начну, да, открою я Черную пятницу пораньше, в четверг, начиная с четверга. Какие видео у меня есть? Во-первых, зайдите ко мне на Patreon, там у меня есть такой раздел «Магазин» называется. У меня там уже есть разбор
интервью, разбор интервью с актрисой, значит, которая сама работала над своим акцентом. Мы в этом видео поговорили про грузинский акцент, про региональные диалекты. Очень, по-моему, полезное, интересное видео. Еще у меня есть урок, где мы разбирали юмористическое шоу на русском языке. Очень сложно было его понять, но мы разобрались. Поговорили о том, почему та или иная фраза смешная, как можно с помощью произношения сделать фразу смешной. У меня есть видео, которое я снимала 2 года назад. Это видео, где я гуляю по своему родному городу и читаю вывески. Вот, читаю вывески, подчеркиваю правила произношения. Тоже классный урок, кстати, получился. Я это нигде не издавала, нигде не публиковала, кроме Патреона. У меня есть видео с дополнительными примерами на тему ударения. Ударение, знаете, такие необычные случаи ударения, когда ударение падает на предлог. Например, мы говорим не на голову, а на голову. Вот в каких случаях ударение падает на предлог? Такое видео. У меня есть видео, это вообще часовой тренажер, как произносить предлог и слово слитно. Вот чтобы они звучали слитно, натурально. Это вообще такая тренировка. Более того, где-то там на Патреоне у меня есть комикс с матерными словами на русском языке. Представляете, такое я тоже делала. Curse like a Russian, да? Кроме того, на Патреоне и на Бусте у меня накопилось уже около 10 записей наших групповых тренировок с шедуерами, но на них я делать скидку не буду. Вот. Если хотите, присоединяйтесь к нам, присоединяйтесь к группе, смотрите эти записи, участвуйте, приходите на тренировки, тренируйтесь вместе с нами. Так будет гораздо лучше. Хотя сами тренировки, конечно, очень полезные, очень полезные. Мы на каждой тренировке разбираем конкретный звук, какой-то конкретный момент, аспект произношения. Мы прям под микроскопом на него смотрим, тренируем час, примерно час каждый раз, 1-1,5 даже иногда. Друзья, если я оставила какой-то ваш интересный и важный вопрос без ответа, напишите мне, пожалуйста, об этом в комментарии или прямо в личные сообщения в Инстаграме, задайте свой вопрос, и в следующем таком видео я постараюсь на него ответить. Спасибо за ваш интерес. Было очень любопытно заметить, что в этот раз гораздо больше интереса ко мне лично, не к русскому языку, а вот ко мне лично, и очень много вопросов именно такого личного характера. Спасибо, это приятно. Приглашаю вас в Russian Breakfast, чтобы мы с вами там могли обсуждать такие личные темы. Все, друзья мои, спасибо за внимание, спасибо большое, что смотрите мои видео, спасибо, что поддерживаете меня, несмотря на то, что я реже стала появляться. Спасибо за ваш интерес, за ваши вопросы. Если вы досмотрели до конца, я вам желаю всего самого-самого доброго и увидимся с вами через месяц. А если вы подписаны на меня на Бусти и Патреоне, то быстрее.